Друзья, мы продолжаем серию обзоров туристических мест Украины. В этом выпуске мы проведем 2 дня в Одесской области. Покажу вам старинную Керманскую крепость, первую европейскую сыроварню, коньячный завод. Окажемся в покоях Эйзенштейна и Пауло Коэльо. А ранним утром полетаем над морем, чтобы все красоты увидеть с высоты. Как говорится, пристегиваем ремни. Поехали! Это не Турция и это не Греция. Лучшие туристические локации Одесской области. В этом выпуске. Меня зовут Антон Тараненко. И это Visit Ukraine. Прямо сейчас. Коэльо, Эйнштейн, Маяковский, Чехов. Можно долго перечислять знаменитых гостей легендарной гостиницы «Лондонская». Именно здесь мы остановимся на ближайшие 2 дня. Добрый день. Доброго ранку. Возьмите, это ваш номер категории «Стандарт». Спасибо. Стандарт стоит от 80 евро за одну ночь. Но, друзья, сегодня я вам покажу авторские номера знаменитых постояльцев гостиницы «Лондонская». Тут Чехов собирал новые истории для своих рассказов. Утесов тихо напевал песни в душе, а один из номеров разместил тайную контрразведывательную организацию. Это номер, в котором проживал известный советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн. Но посмотрите, в каких тонах он выполнен. Невероятный, очень крутой вид на Приморский бульвар и, конечно же, кусочек Черного моря. Так, где же спал господин Сергей? Оу, здесь отдельная у нас ванная, а здесь у нас хамам. Ух ты! Стоимость такого номера сейчас от 280 евро. Это номер, в котором проживал Корней Чуковский. Он выполнил в исключительно классическом стиле. Именно за таким форматом проживания и едут в гостиницу «Лондонская». Самая старая гостиница Одессы. Имеет замечательный вид на Приморский бульвар. А сейчас я вам покажу номер, в котором я остановился. Это стандартный номер. Давайте посмотрим. Здесь у нас место для вашего саквояжа. Большая двухспальная кровать. Прекрасный вид на Приморский бульвар. По утрам Лондонская накрывает отличную шведскую линию европейской и украинской кухни. Друзья, смачного! Знаменитые личности, которые проживали в этом отеле, оставляют обязательно отзывы. Даже если вы не любите выпить, вам все равно будет интересно послушать о разных сортах коньяка и правилах их питья на экскурсиях, которые проводятся на заводе Шустов. Все желающие могут воспользоваться возможностью посетить музей Одесского коньячного завода, а также пройти на дегустацию изделий завода. Вам будет предоставлено 6 залов. В первом зале история коньячного дома Шустов, второй зал – бондарное производство и выдержка коньячных спиртов, третий зал – история династии Шустовых, в четвертом зале история Одесского коньячного завода, кинозал, где вы увидите фильм об истории легендарного напитка, пятый зал – выставка-экспозиция. Все это обязательно сопровождается дегустацией лучших сортов производителя. – 80 километров от Одессы, Белгород-Днестровский район. Именно здесь находится уникальное производство украинских сыров по голландским технологиям. Именно здесь европейская сыроварня делает одни из самых вкуснейших сыров, которые потом мы можем с вами пробовать на прилавках магазинов. Сейчас мы оценим качество и расскажем вам об этом месте немножечко больше. У нас 1100 голов.
600 дойные сейчас. Мы производим 12-14 тонн молока в сутки. Ферма уникальная для Украины. Наши коровки живут на свежем воздухе круглый год и дышат морским воздухом. Тут можно почувствовать себя голландским аристократом, ведь изготавливают сыр по голландским технологиям, с голландскими заквасками, и даже столетний пресс тоже из Голландии. Специальным пластификатором каждая головка сыра обмазывается, при этом образуя 8 слоев. Поэтому на прилавках мы можем видеть разного цвета вот такие головки. Именно здесь они находятся больше 2 месяцев, а потом уже попадают к нам на прилавок. В вашу экскурсию входит также дегустация. Вот этот формат стоит 250 гривен. В него входит белое вино, 6 видов сыра и легкие закуски. Также есть экскурсия за 170 гривен. Вы можете попробовать 5 видов сыров. В чем разница между этими двумя экскурсиями и этой дегустацией? Здесь вам предложат не только попробовать этот вкусный сыр, но и узнать немного больше о сырном этикете. Вам расскажут, как правильно нарезать сыр и как, собственно, его употреблять. И обязательно нужно, как говорят эксперты, омыть свои рецепторы перед тем, как вы попробуете тот самый сыр. Эксперты утверждают, что нужно начинать от самого молодого сыра к самому, так сказать, взрослому, увеличивая концентрацию вкуса. Друзья, это было невероятно. Я попробовал 6 видов сыра, но оказывается их намного больше. Здесь же находится магазин, в котором вы можете приобрести домой, либо для своих близких и друзей. А для тех, кто хочет сделать подарок, есть специальные вот такие вот наборы. Профессиональные продавцы вам соберут и подберут максимально качественный продукт. 157 гривен. 157 гривен за 3 кусочка сыра. Всего где-то в среднем это около 400 грамм примерно. — 75 километров и 1,5 часа езды от центра Одессы. Керманская крепость. Крутое сооружение, о котором я только слышал. Сейчас посмотрим вместе. Мы внутри Керманской крепости. Это первый двор, 5 гектаров. Сама территория всей крепости внутри 9 гектаров. Ни разу не была взята крепость в ходе военных действий. Лишь один раз турки взяли крепость за 3 дня, просто потому что именно здесь нет пресной воды, нет источника, нет колодца. Что характерно, крепость 14 века, но она по сей день сохранила практически первозданный вид. Сейчас уже на территории есть разные коммерческие локации, готовится туристический сезон. Конечно, здесь будет очень много фудкортов, сувениров, зон для детского времяпрепровождения. Но самое интересное и самое красивое – увидеть крепость с высоты птичьего полета. На самой высоте открывается потрясающий вид на средневековую Аккерманскую крепость. Она впечатляет вас своими размерами. Мощные оборонительные стены и башни практически полностью сохранились до наших дней. Тут можно спуститься в полуподвальное помещение, посетить музей пыток. Зрелище не очень приятное, не говоря уже о клетке, в которой помещали человека без воды и еды. Сзади меня древний город Тира, 6 век до нашей эры, а прямо по курсу остатки Генуэзской крепости. Именно это основное сооружение, наверное, есть самой главной достопримечательностью Аккерманской крепости. А вообще, сама локация настолько пропитана легендами и интересными историями, что я вам просто рекомендую взять обязательно гида либо экскурсовода и прогуляться по этой красивой местности. В самом респектабельном районе Одессы на площади 10 апреля расположился отличный ресторан европейской кухни «Соло». 3 этажа, зал караоке, возможность заказать кальян. Это место отлично подойдет для встречи с друзьями, для ужина либо обеда всей семьей, а также для проведения торжественных событий. Но самое главное – это кухня. В ресторане «Соло» очень разнообразное меню. От европейской кухни также представлена очень широко японская кухня. И сегодня мы будем пробовать несколько блюд. Первое – это гриль-суп из кролика. В его составе овощи-гриль и, конечно же, кролик. Давайте попробуем. Достаточно вкусно. Очень нежный бульон. Друзья, это вкусно. Салат с куриным филе и сыром горгонзола. Нежнейшая курица. Сыр горгонзола и руккола придают этому салату по-настоящему очень приятный вкус.
Тушеная баранина с овощами. Мне кажется, одно из самых вкусных блюд этого ресторана. И мне кажется, если сравнивать с киевскими ценами, одно из самых доступных. Вот это блюдо стоит 199 гривен. Очень нежная и сочная баранина. На десерт рекомендую Наполеон. Здесь ребята ее готовят самостоятельно. А еще здесь есть вот такой вот джем. Очень похожий на карамелизированную какую-то сгущенку. Классический, проверенный, добрый старый Наполеон с миндальной стружкой. Это вкусно. Друзья, это был отличный уикенд в Одессе. Мы не показали вам полностью город, но мы оставили это на следующий выпуск. В этом выпуске вы увидели лучшие предложения Одесской области. Я настоятельно рекомендую этим летом обязательно приехать в этот замечательный регион. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Самые активные получат призы от нашего партнера Народный дом Украина. Лучшие украинские сувениры. Кусочек Черного моря. Друзья, ну это круто на самом деле быть здесь. Так, она не открывается.